Помогите мне тепло поприветствовать наших гостей. Кевина и Синди. Добрый вечер. Хочу поделиться с вами сегодня о моей истории, о свободе и восстановлении. И хочу рассказать вам, как моя семья помогла мне приобрести это. Я выросла, я была старшей из 3 детей в очень хорошем доме. Мои родители были очень хорошие родители, они хорошо о нас заботились. И даже когда у моего отца не было работы, в определенные моменты мы не нуждались. И мы никогда не знали, как тяжело им зарабатывать эти деньги. Они занимались с нами, спортом занимались, много было поездок, хорошие школы нам обеспечивали, колледж. И когда я была маленькой, мы ходили в церковь. Но я никогда не развила личных отношений с Иисусом в то время. И в возрасте 13 лет я стала делать много неправильных решений в жизни. Стала пить, использовать наркотики. Много было разных сексуальных связей, неправильного питания. Я пыталась это все спрятать. Тем, что я пыталась снаружи хорошо выглядеть. А внутри я умирала. Меня называли как функционирующий наркоман. За 3 месяца до окончания школы меня раскрыли, что я наркоман. Все это время мои родители пытались помочь мне все это пройти, но они никогда не могли понять, почему я делала эти решения неправильно. А мое понимание было, что если я буду все это делать, жизнь будет прекрасной и веселой. В конце концов, я поняла, что все это ведет к разрушению меня. Я ходила в реабилитационные центры, но помогала мне это всего лишь на время. Но затем я возвращалась и опять попадала в круг своих старых друзей, и опять все возобновлялось. Я не обвиняю никого в выборах, которые я делала, я обвиняю саму себя в том, что я делала неправильный выбор. Я была очень грустная, депрессивная, злой, и я себя не любила как личность. И моя мама все это время, она говорила мне: вернись в церковь. Она знала, там ответ. Иногда я приходила в церковь, садилась там на последнем ряду. И мне всегда было это чувство, наполняло меня, плакала. Конечно, сегодня я знаю, что это Дух Святой сходил на меня, и Он меня влек. И я знала, что все это время моя семья, моя мама продолжали молиться за меня. И они всегда были на моей стороне. Спустя 20 лет это активного пристрастия, зависимости. И за несколько месяцев до моего очищения, спасения, мой брат сказал мне: если ты не перестанешь принимать наркотики, ты не сможешь со своими племянниками проводить время. И хотя он сказал это с любовью, он был очень серьезен.
И я помню, что это пронзило меня впервые, что мне нужно изменить свою жизнь. Несмотря на то, что моя семья была на моей стороне, я их все равно теряла. Спустя 3 месяца я перестала принимать наркотики, я очистилась. И вот с тех пор прошло 17 лет, как я не принимала ни алкоголь, ни наркотики. Но спустя 5 лет после того, я знала, что чего-то не хватает в моей жизни. И мои друзья стали говорить мне, чтобы я тоже вернулась в церковь и вовлеклась, как моя мама все это время мне советовала. После того, как я посетила несколько церквей, я пришла все-таки в церковь пастора Джо. Я сидела там на заднем ряду и плакала. Но я чувствовала, что я пришла домой. Я отдала свою жизнь Иисусу. И я знала, что не только я в тот момент была обновлена, но молитвы моей мамы были отвечены. Моя семья всегда доверяла Иисусу, и они никогда не сдавались обо мне. Я рассказываю эту историю, чтобы ободрить вас, если вы проходите то, что я проходила, не сдавайтесь. А если кто-то в вашей семье проходит то, что я проходила, не сдавайтесь над ним никогда. Господь всегда слышит ваши молитвы. Никогда не переставайте молиться за ваших любимых. Спасибо. Добрый вечер. I'm Kevin. Я Кевин. I'm Cindy's husband. Я муж Синди. I'd like to thank her for allowing me to be here. И я хочу поблагодарить ее, что она разрешила мне быть тут. My story is a story of restoration. Моя история — это тоже история восстановления. When I was 6 years old, когда мне было 6, I begged my mother to buy me a guitar. Я умолял маму, чтобы она купила мне гитару. It took some time. Понадобилось время. But eventually she bought me a guitar. В конце концов, она ее купила. And she started me with guitar lessons. И мы принимали уроки. From the best teacher in the area she could find. То есть она нашла самого лучшего учителя, и он давал мне уроки по гитаре. I took lessons from the same teacher for 10 years. Я брал уроки у одного и того же учителя 10 лет. And at the end of that 10 years, he came to me and asked me to please start teaching in the school. И когда он в конце этих 10 лет он подошел ко мне и сказал: пожалуйста, начни преподавать в школе. And I did. И я начал. Through that time of teaching in that school, когда я уже преподавал сам в школе, my name got around in our community. I was born in Detroit, Michigan. Я родился в городе Детройт, Мичиган, и я уже стал популярным в нашей округе. Where they make Chevrolet and Chrysler and Ford. Там, где я родился, там делают Ford, Chrysler, Chevrolet машины. That city is very big. Город очень большой. And a long time ago, you could make it in the music business in Detroit. И много лет назад можно было в музыкальном бизнесе быть успешным. While I was teaching there, a famous local band, когда я учил гитару, известная популярная команда музыкальная, who were much older than I, heard about me and came and asked me to join them. которая была намного старше меня по возрасту, узнали обо мне, пришли и попросили меня присоединиться к ним. I was 15 years old. Мне было 15 лет. They were in their late 20s and 30s. А им было около 30. So I asked my mother if I could join their band. Я спросила маму, можно ли мне пойти в эту группу. After a little thought, she said, "Okay." Она подумала и сказала: ну хорошо. I had a good family. У меня хорошая была семья. My parents, before my father passed away, мои родители до смерти моего отца, were married 43 years. Они прожили вместе 43 года. So I did not know divorce. Я не знаю развода. I had good parents. У меня очень хорошие были родители. I came from a good family. Я сам с хорошей семьи. I was raised to do the right thing. Меня воспитывали в правильных вещах. But as a 15-year-old boy, но когда мне было 15 лет, to me, my parents were the dumbest people on the face of the earth. Для меня в тот момент родители для меня были самые тупые существа на земле. At 15 years old, I knew everything, and they knew 15 лет я знал все, а они ничего. So I began to play with
this band. И вот я начал играть с этим бэндом. And I was a young boy playing in a man's world. Я был маленький парень, который играл в мужской компании. I liked them. I looked up to them, so I tried to do what they did. Конечно, они мне нравились, я на них смотрел снизу вверх, хотел быть как они. They drank. Они пили. They smoked marijuana. Они курили марихуану. They did cocaine. Они принимали кокаин. They did everything that 1980s rock bands did. Они делали все, что делали бенды в 80-х годах. So I did too. Я тоже это делал. Eventually, another band from Hollywood, California, came to Detroit. И вскоре в Детройт приехала другая команда из Калифорнии, Голливуд. They were originally from Detroit, but they came home to play a concert. Они сами были родом из Детройта, но приехали, вернулись, чтобы концерт там провести. At that concert, they asked me to come and join them in California. А на этом концерте они предложили мне присоединиться к ним и поехать в Калифорнию. They had a big record contract. У них был большой контракт с студией звукозаписи. They had nice cars. У них были хорошие машины. Nice houses. Дома хорошие. Their own airplane. Свой собственный самолет. Everything that the world tells you is success. Все, что мир называет успехом. They had. У них это было. I wanted that. Я это хотел. So I asked my mother if it would be okay for me to go to Hollywood and join this band. В конце концов я спросил маму, можно ли я поеду с ними в Голливуд и присоединюсь к этой команде. That took a little bit longer. Ну, понадобилось немножко больше времени. After about a month of asking. Целый месяц я ее просил. My father and her finally gave in. Она и папа в конце концов сдались. And off to Hollywood I went. И я поехал в Голливуд. Not a good thing. Нехорошо. Out there Там was all the drugs you could want. Были все наркотики в мире. All the alcohol you could drink. Весь алкоголь, который можно было выпить. All the sex you could have. Весь секс, который только можно было иметь. All the trouble a young boy could ever get into. И все проблемы, в которые только мог молодой человек влезть. But we had a record contract. We were protected. Но у нас был договор со студией звукозаписи, мы были защищены. After a few years of that living like that, my addiction took hold. И через несколько лет такой вот жизни моя пристрастие, зависимость, она взяла верх. I was no longer in charge of my life, the devil was. Я уже не был вообще господином своей жизни, дьявол был господином. I began to lose everything. Я начал все терять. The devil began to steal my talent for playing guitar. Дьявол даже стал воровать мой талант игры на гитаре. He stole my ability to think rationally. Он украл мою способность думать нормально. I began to lose jobs. Я начал терять работу. I worked at a recording studio. I played with many famous people. Я работал на студии звукозаписи, я играл с очень многими известными людьми. Like Cher, Tina Turner, and Ozzy Osbourne. Тина Тернер, Оззи Осборн. And with my addiction, но с моей вот этой зависимостью, I пристрастием, became undependable. на меня нельзя было положиться. I couldn't function. I couldn't get up for jobs. Я не мог функционировать нормально, я забывал о своих работах. And so my telephone stopped ringing. Поэтому мой телефон перестал звонить. So as I was out of work, и вот у меня не было работы. I still had my addiction. Но пристрастие осталось. But it wasn't my fault I wasn't working. Но это же не моя была ошибка, что все не работало. Это была ошибка всех вокруг меня. So eventually I lost everything. В конце концов я потерял все. I lost everything completely. Все, абсолютно все. I had to come home. Мне надо было вернуться домой. But my home, мой дом, I couldn't go to my parents' house. Я не мог вернуться к родителям. I couldn't come home a failure. Я не мог приехать домой проигравшим. So I went to my brother's house. Я пошел в дом своего брата. Where I could still drink. Где я мог все еще выпивать. And I could still party. И веселиться. But after a few months, my brother didn't want me. Но через несколько месяцев уже мой брат меня выгонял. So he sends me off to Indiana. И он послал меня в Индиану. To his nephew's house. К своему дому своего племянника. Where they build mobile homes and campers. Там, где они строят, изготавливают кемпусы и мобильные дома. So there I was, a famous rock star. И вот я известная рок-звезда. No longer famous. Но уже не такая уж известная. Working in a factory. Работаю на фабрике. But it wasn't over yet. Но еще не конец. Still drinking and partying like a rock star. Я пил и гулял как суперзвезда. Except I wasn't a rock star. Только я уже не был рок-звездой. There was nobody left to protect me. Никто уже меня не защищал. So I started getting in trouble with the police. Я стала попадать в проблемы с полицией.
I started collecting drinking and driving offenses. Я проштрафивался не раз за рулем, был I выпивший. started going to jail. И меня садили в тюрьмы. A lot. Много. I have 21 arrests. Меня 21 раз арестовывали. I've spent over 3 years of my life in prison. Где-то 3 года своей жизни провел в тюрьме. While I was in prison, Когда я был в тюрьме, in 2002, в 2002 году, I met the jail chaplain. я повстречался с капелланом тюремным. The jail chaplain told me about a man who could help me. И капеллан рассказал мне о человеке, который мог бы мне Who could помочь, fix my problem. который мог бы помочь мне починить мою проблему. He told me about Jesus. Он рассказал мне об Иисусе. At that point, I was ready. В тот момент я был готов. I wanted to know his Jesus. Я хотел узнать его Иисуса. So he told me how to do it. И он рассказал мне, как. I prayed the prayer. Я помолился, I got saved. покаялся, спасся. The next week I was baptized in jail. На следующей неделе я принял крещение прямо в тюрьме. Now I'm a Christian. И я стал христианином. In my mind, I said it should all be okay now. В моем понимании теперь все должно было быть хорошо. Right back to drinking. Я вышел и пошел опять пить And doing drugs. и наркотики. So I got back in trouble again. Опять попал в проблему, конечно. In 2004, I got in trouble for the last time. В 2004 году я попал в проблему последний раз. I got my last drinking and driving ticket. Опять меня взяли, оштрафовали меня за быть пьяным за рулем. But I was looking at a very long time in jail. Но теперь меня ожидало очень долгое время I в could тюрьме. no longer drive a car. У меня забрали вообще права The вождения next 10 years. на следующие 10 лет. When I went back into jail, the chaplain saw me. Когда я вернулся в ту же тюрьму, капеллан меня увидел. And said, Kevin, I thought you'd learned. И сказал, Кевин, я думал, ты все понял. I said, I thought so too. Я сказал, я тоже так думал. He said, are you finally ready? Но он сказал, ну ты теперь готов? I said, yes, I am. Я говорю, да. So he got me a Bible, recovery Bible. И он дал мне Библию, специальную Библию. He got me the head of the alcohol program in the jail. He got you the head? Yeah, he got me the head to talk to. Он меня привел к главе этого специальной группы, которая по работе с алкоголиками в тюрьме. This man was 16 years sober. Этот человек уже был трезвым 16 лет. I wanted what that man had. Я очень хотел быть как он. That man gave me a prayer that worked for him. И тот человек помолился со мной той молитвой, которая ему помогла. And he said, if I believe with all my И он heart. сказал, если ты будешь верить всем сердцем, And I asked Jesus to help me. и я попросил Иисуса мне He помочь, would come in and help me. то Он придет и поможет тебе. So I will share this prayer with you. И вот я поделюсь этой молитвой с вами. The prayer was this. Такая молитва. Father God, Отец Бог, please remove the desire пожалуйста, забери желание for drugs and alcohol from my body. наркотиков и алкоголя из моего тела. In Jesus Christ's name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. And that prayer worked. И эта молитва сработала. I should have had withdrawal symptoms. У меня на тот момент уже должны были быть I should have симптомы been sick. болезни, я должен был быть I болен. should have been seeing И hallucinations. я уже должен был видеть галлюцинации. Because while I was out, I was throwing up blood. Потому что я уже рвал кровью. I was drinking from the time I woke up Я пил с момента, как я пробуждаюсь, to the time I would pass до out. момента, как я засыпаю. Then I would wake up and drink again. Затем я просыпался и опять пил. For 2 years, 3 years like that. Вот таким образом 3 года. But overall, of the whole time, probably 25 years of that. Но всего где-то 25 лет. So I was in bad trouble. Я был в большой проблеме. But right then, after that prayer, Но Jesus прямо healed me. там, после той молитвы, Иисус меня исцелил. I had no symptoms. Больше у меня не было даже I симптомов. had no hallucinations. У меня не было галлюцинаций. Jesus knew that my heart was going to be good. Иисус знал, что мое сердце будет в порядке. He knew I meant what I said. Он знал, что я был серьезен в той молитве. But my family, Но моя семья, they just said, они сказали, okay, sure, ну да, конечно, we'll see. посмотрим. And when I got out of that jail that last time, Когда в тот последний раз я вышел из тюрьмы, I made friends with a police officer. я подружился с полицейским. And he asked me what I was going to do when I got out И of он jail. спросил меня, что ты будешь делать, когда ты выйдешь из тюрьмы? I told him I was going to try to be good. Я сказала, я попытаюсь быть хорошим. He said, if you don't go to church and have Jesus in your heart, you will never make it. Он сказал, если ты в церковь не пойдешь, Иисус не будет жить в твоем сердце, у тебя ничего не получится. I got out of jail on a Saturday. Я вышел в субботу из тюрьмы. He drove me home. Он привез меня домой.
He picked me up Sunday morning. В воскресенье утром он приехал за мной. And took me to New Life Church. И привез меня в церковь Новая Жизнь. Which was also his church. Которая была его церковь. And on the way there, he was telling me that most of the people at New Life, a lot of them were just like me. И он сказал мне, много людей в этой церкви, они похожи на тебя. At New Life Church, they did not judge who you were. В церкви Новой Жизни не судят, кто ты. They only help you to be who you can be. Они помогают тебе быть тем, кем ты можешь быть. They meet you where Jesus met you. Они там тебя встретят, где Иисус тебя встретит. And they try to lift you up. И попытаются помочь тебе подняться. And they love you. И полюбить тебя. So I went there. Я поехал туда. He took me to church Sunday morning. В воскресенье утром он меня туда привез. At 9 a.m. В 9 утра. Then again at 11 a.m. Затем на следующее служение в 11 Then again at 6 p.m. Затем на 6 вечера служение. В воскресенье. He took me to church in a police car. Он возил меня в церковь в полицейской машине. I'm used to going to jail in a police car. Раньше я в полицейской машине в тюрьму ездил. But he took me to church. А теперь в церковь. I didn't know until later it was the only car he had. Я не знала, я только позже узнала, что это была его единственная машина. I thought he was just trying to make a point. Я просто пытался, я думала, что он пытается мне что-то сказать, намек. But from the time I went into that church, но с момента, как я попал в эту церковь, I was introduced to Pastor Lowe. Познакомили меня с пастором Лоу. And he said, if you really want to change your life, и он мне сказал, если ты на самом деле хочешь изменить свою жизнь, you be in church every time the doors are open. Будь в церкви каждый раз, когда двери открыты. Make that commitment for 1 year. Посвятись так свою жизнь, один хотя бы год. And your life will change. И твоя жизнь изменится. It did. Так и было. I started in that church in June. Я в июне начал быть в этой церкви. In July, I met a girl. В июле я встретил девушку, who worked in the church. Которая работала в церкви. We began dating. Мы стали встречаться. We got married in November. В ноябре мы поженились. And that was 11 years ago this November. И это было 11 лет назад. I've never touched alcohol or drugs again. Я больше никогда не прикоснулся ни к алкоголю, ни к наркотикам с 2004 года. Jesus changed my life. Иисус изменил мою жизнь. My family demanded to see the change. Моя семья требовала, хотела видеть перемены. After a year or two, they saw the change. Через год и два они увидели перемены. They believed that I finally had their prayers answered. Они поверили, что в конце концов, их молитвы были отвечены. Когда я был маленький, мы не ходили в церковь. But after my parents got old, they went to church. Но после того, как мои родители состарились, они пошли в церковь. I never knew my father as a praying man. Я никогда не знала, что мой отец умеет молиться. I never knew my mother as a praying mother. Я никогда не знала, что моя мама может молиться. But apparently somebody was praying. Но определенно кто-то молился за меня. Because their prayers were answered. Потому что молитвы были отвечены. I accepted Jesus. Я принял Христа. I went to a nice church. Я I go хожу to в a nice прекрасную church. церковь. I have a wonderful wife. У меня прекрасная жена. I want to tell you Я хочу сказать вам, that illegal drugs что нелегальные наркотики и алкоголь are not the way. Это не путь. Jesus is the way. Иисус это путь. And He will help И you Он поможет тебе, if you ask Him. если ты попросишь Его. Now the only drug problem I have is my pastor. Теперь единственная проблема с наркотиками — это у меня пастор. He's drugged me all over the world. Он меня присадил, скажем, на поездки по всему миру, чтобы рассказывать мою историю. He's drugged me to the Ukraine. Он привел меня, присадил меня на поездку в Украину. He's drugged me to Australia. Он потащил меня в Австралию, to tell my story. чтобы я свидетельствовала о своей жизни. And I love him like a brother. И я люблю его как like брата, a father. как отца. He is my hero now. Теперь он мой герой. Oh, yeah, I forgot. He wants to know if you, would you like to hear me play? Вы хотите, чтобы я сыграл? Okay, I will play for you. Сейчас поиграем.